Всем привет! У вас в холодильнике закончились и яйца, и молоко, а ваши родные и близкие требуют с утра выпечки. Я поделюсь с вами простым и очень вкусным решением. Меня зовут Мария Мироневич, вы на канале «Как похудеть?». Давайте приготовим вкуснейшие, простейшие кексы из минимального количества ингредиентов. Потому что я думаю, каждая из нас оказывалась в такой затруднительной ситуации, и теперь вы будете знать, что приготовить. Начинаем, как всегда, просто и быстро. Может быть, это немного необычно, но приготовление кексов я начинаю с того, что отправляю 2 столовые ложки растительного масла на сковородку разогреваться. А следующий наш этап приготовления кексов, вы не поверите, это нарезка лука. Лук я нарезаю меленьким кубиком. Отправляю кубики лука в разогретое масло. Я готовлю на самом минимальном огне, пусть наш лучок золотится. С репчатым луком мы разобрались, у меня еще есть немного зеленого лука, буквально полпучка, но именно такое количество лука оказалось сегодня в моем холодильнике. Вы можете использовать любую зелень, которая есть у вас, будет еще ароматнее. Пока лучок золотится, мы с вами времени не теряем. Я отправляю в миску 300 грамм муки и 1 пакетик разрыхлителя. Муки у меня 150 грамм белый и 150 грамм цельнозерновой. Наши кексы будут очень ароматными. Я добавила половину чайной ложки итальянских трав, половину чайной ложечки соли и 1/4 ложечки сахара для того, чтобы оттенить вкус. Добавляем наши вкусные травки. Все, перемешиваем наши сухие ингредиенты, которых, как вы видите, действительно минимальное количество. Дальше нам не понадобится ни венчик, ни другие приспособления. Я добавляю 220 мл теплой воды. И, конечно же, замешиваю тесто. После воды добавляю 75 мл растительного масла без запаха. И перемешиваю наше тесто. Оно получится очень нежным и пышным. Вот так выглядит готовое тесто. Лук у меня уже отлично зазолотился. Добавляю его к нашему тесту. Пахнет очень вкусно, не знаю как вы, а я просто обожаю аромат жареного лука. Для меня это всегда значит, что готовится что-то вкусненькое, и это на самом деле так. Следом добавляем зеленый лук, который у нас тоже сегодня нашелся. И еще разочек все перемешиваем, чтобы лук смешался с тестом, и зеленый лук все превратилось в однородную массу. Тесто на порции очень легко разделяется с помощью ложки. Раз, и порция готова отправиться в формочку. Добавляем наше тесто в формочку. Мне кажется, уже сейчас выглядит очень красиво, аппетитно и по-весеннему. Лучок нас зарядит не только витаминами, но и отличным настроением. Таким образом, я заполняю все ячейки в своей силиконовой форме. Выход получается 12 штучек. И сверху я присыпаю наши будущие кексики кунжутом. Кунжута я взяла 2 столовые ложки. Если нет кунжута, вы можете посыпать его семечками. В общем, всем тем, что есть у вас. Либо просто ничем не посыпать, тоже будет вкусно и красиво. Нам остается отправить наши кексики в духовку, разогретую до 200 градусов. Эти кексы не только простые и из минимального количества продуктов, а еще они являются вариантом постной выпечки. И если вам нужно больше постных рецептов, то смотрите их здесь. Это целый плейлист с постными рецептами. Там огромное разнообразие, завтраки, обеды и ужины. В общем, найдете то, что вам обязательно подойдет. Ну а мы с вами увидимся, когда кексики будут готовы для того, чтобы разломить и посмотреть, какие они классные получаются. 20 минут прошло, посмотрите, какая красота у нас получилась. Я 20 минут их выпекала при температуре 200 градусов и еще 3 минутки подержала на конвекции для того, чтобы они зазолотились. Вот такая красота, все 20 минут безумно вкусный запах золотистого лука наполнял мою кухню. Давайте скорее посмотрим, какой кексик получился на разломе. Итак, момент настал, разламываем кекс. Вот такой он получается, красивый, ароматный, вкусный, с большим количеством лука. Это замечательный вариант для завтрака из минимального количества продуктов. Приятного аппетита! Я очень рада, что теперь в вашей копилке есть такой рецепт, потому что он меня очень много раз выручал. В такие моменты, когда, казалось бы, дома закончилось все, на выручку приходит самый обычный лук, и получается очень вкусный завтрак, ну практически из ничего. Я думаю, такие ингредиенты точно есть у всех дома. Поэтому очень рада, что вы теперь будете тоже готовить такую вкусняшку. И, конечно же, это очень просто, что я тоже очень люблю. Если вы, кстати, также любите
любите простые рецепты, как и я, поддержите нас, пожалуйста, лайком. Мы очень стараемся над съемками каждого видео и, конечно, делимся с вами только самыми-самыми вкусными и, конечно, полезными рецептами. Вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные и очень-очень вкусные видео. С вами была Весенняя Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра и кексиков.